Всем привет! Сегодня мы познакомимся с врачом семейной клиники Панама-Сити. Поговорим о медицинских услугах, как они здесь оказываются, насколько здесь они обширны, какова их стоимость. Меня зовут Ренато да Коста. В Витебске меня звали Ренато Ренатович. Но мое действительное имя это Ренато Перейра да Коста. Я из Анголы и учился в Витебске. Стал врачом в Витебске медицинским институтом, где там научился врачом. И что на меня влияло, почему я решил стать врачом? Я решил стать врачом, потому что запомню с детства. Мой отец смотрел на мои руки и говорил: знаешь, на кого ты похож? Я говорил: на отца похож. Каким будешь? И все время надо было отвечать таким образом: я буду главным врачом. И это программирование было у меня уже с детства. Мой отец старался делать закодированное в моем мозге о том, что в будущем я буду главным врачом. И таким я стал не так плохим, хорошим, думаю, что хорошим врачом. Следующий вопрос. А как вы решили создать клинику? Почему именно в Панаме? Что предполагало вами, что именно нужно здесь и сейчас? Вот случай стало так, что моя жена панамка, после того, как мы окончили учебу, решили жить в Панаме. Вначале невозможно, потом стало возможным, и решил создавать здесь клинику. Но смотрел, поскольку здесь много было просьба на такую медицину, которая не вызывают побочные эффекты, тогда мы стали заниматься альтернативной медициной. С добавками, со всякими альтернативной медициной, которые я сам часть этой медицины научился у Неумы Ивакина в России и другие люди, все страны. А что вы делаете, чтобы развиваться в своей профессии? Обычно все время делаем исследования. Когда я учился в Витебске, у меня уже была такая склонность к исследованию. Таким образом, мне делали письмо, чтобы возвращаться обратно в Витебске, и научился, чтобы быть ученым. Но Ангола мне не давала обратно, чтобы продолжать учебу. Но у меня уже была такая склонение, чтобы сделать исследование. Поскольку мы продолжаем делать исследования на многих заболеваниях, которые невозможно лечить, поэтому мы лечим такие заболевания, которые называются хроническим заболеванием. Я понял. Ну, на сегодняшний день у вас сколько кабинетов в клинике, сколько специалистов? Пока в 3 клиниках, которые мы создали, я есть главным врачом, работают с медсестрой, некоторые медсестры, все взяты будет около 23 человека, медсестры и физиотерапевтов. А эти люди я научу их методу, каким нужно делать,
обучаю их, как мне могут помогать в процессе лечения в лечении хронических заболеваний. Мгм. Ну, на сегодняшний день у вас сколько специалистов и какие? Специалисты это медсестры и физиотерапевта, а другие профиля нет. А детский врач есть у вас? Но у нас нет детского врача, но мы видим дети, которые Смотрите. уже смотрим дети, которые были уже у врача, детских врачей, Мгм. без результата. Например, если астма, они не вылечивают астму. Мы здесь вылечиваем астму. Мгм. Понял. Как вы считаете, как не ошибиться с выбором клиники? Как надо подходить к этому? Обычно это очень сложно, поскольку люди ходят и смотрят разные специалисты без результата. Когда общаются между друзьями, они говорят, есть человек, который вылечивает такие заболевания, недугов, которые нелегко вылечивать, и присылают ко мне. Иногда через радио мы говорим о каких сложных заболеваниях, которые мы лечим, которые обычно не поддаются лечением. Например, СВ, инсульт. Человек страдает одна часть тела, продолжает, не поправляется. Приходят к нам, мы ложим человека на гипербарическую камеру, даем ему сонотерапию, перекись водорода и восстанавливаем. Это необычный метод лечения, который возможно восстанавливать таких пациентов, которые не дают результат на обычное лечение. Почему услуги частных клиник такие дорогие, как вы считаете? Услуги дорогие, поскольку медицина во всем мире стала дорогая стала. И больше всего, я думаю, потому что очень трудно достать такие добавки, витамина С, внутривенные. Здесь нет аминоасидов. Совсем недавно стали появляться такие вещи, которые возможно достать. Но раньше это было очень трудно достать, поскольку нет регистрации в стране. А если у тебя есть такие вещества, которые не зарегистрированы в стране, это очень трудно давать, потому что приходится путешествовать в другое место, купить и приносить и давать услуги людей, тогда делай это дорогой. К вам в Панаме-Сити в клинике пациент может обратиться за биодобавками? Вы предлагаете такое? Да, я предлагаю много биодобавок. Но сейчас есть возможность купить в интернет, поэтому мы попросим иногда войти в сайт интернет и купить. Даем возможность, какие хорошие, какие качества хорошие, лучше, чем других. Есть ли сезонность в вашей клинике? Когда-то больше пациентов, когда меньше пациентов обращается? У нас в нашей клинике обычно все время полное. Только меняют, знаете, что заболевания какие. Допустим, во время дождевое время, когда есть дожди, больше всего к нам приходят те люди, которые страдают артритом, ревматоидные артрит и астму, островирусные респираторные заболевания, заболевания легких, простуды всякие. В другое время приходит другое качество людей. Допустим, когда уже идет к сентябре, октябре, время праздника, не знаем, почему люди страдают больше всего депрессией. И тогда это нужно расслабление, программирование дела мозга через гипноз, релаксацию, самовнушение и всякие процедуры, которые им помогают выйти из депрессии. Ну, тогда вы предлагаете физиотерапевтические услуги. Да.
А сезонность дождей это вот июнь, июль, август, да? Мгм. Идет вот это, Я понял. такие заболевания. Сейчас. А как пациенту понять, что ему не навязывают услуги? Ну, что на нем не хотят, как по-русски говорить, навариться, сделать денег. А по результатам, представляешь, когда человек уже ходил в разных местах без результата, теперь приходит к нам и делает один сеанс, 2-3 и начинает поправить. Вот, чувствует, что находится в нужное место, где можно, в нужном месте, чтобы восстанавливать свое здоровье. После 2-3 сеансов пациент Да, уже обычно. ощущает изменения. Да. Больше всего иногда с первого сеанса. Но пациент же не оплачивает за 10 сеансов, он оплачивает только первые там попробовать. Мы acceptar. Мы не разрешаем, чтобы пациенты платили все сеансы. Наше отношение к деньгам такое. Человек приходит, платит свой сеанс. Каждый день чуть-чуть, чтобы возможно пройти. Потому что, во-первых, не очень дорого, и во-вторых, возможно практически для всех. За какими услугами чаще обращаются пациенты? Вот какие услуги вы выделите топовые, с чем обращаются пациенты? Опорно-двигательные заболевания, артрит, артроз, остеопороз, lumbalgia, выпухоли, позвоночник, сколиозис, коленные суставы, болеют коленные суставы, заболевания сны, результаты стресса. Как еще? Это гастриты. Много гастрит у них бывает. Язва желудок и 12-перстной кишки. Бывает много. Которые мы называем хроническое заболевание. Гипертоническая болезнь много приходит. Понял. А с помощью каких каналов привлекаете пациентов? Как вас узнают? Вначале я начал с каналов, который называется Осана. Это Холи. Это канал такой духовный для церкви канал. Церковный канал, который называется Осана. Видно по многих местах. Потом стал KW Континенте, другой канал здесь. Но большинство людей приходят к нам, потому что они переходят от одного до другого. Через род коммуникация. Ну, по сарафанному радио. Да. А рекламу в интернете не даете? Есть тоже в Ютубе. Да, у нас есть в Ютубе, есть у нас в Инстаграм. Насчет того, что мы делаем. То есть вашу клинику можно найти? Да, можно найти. И как называется ваша клиника? Клиника Да Коста, клиника доктор Да Коста, это название. У нас всего есть 4 клиника. Клиника Да Коста в Букете, это в Давид, в интерьер. Клиника доктор Да Коста в Панаме. Клиника Да Коста клиника Да Коста в столице. 3 клиника в столице и 1 клиника в интерьере. Интерьер — это Чирики, да? Это Чирики, да. Как вы считаете, как пациенту можно сэкономить на приеме врача? Во-первых, нужно нужно идти с таким врачом, который можно его решить недугов, которые у него есть. Чтобы не переходить с одного в другого и стараться и делать одно другое. Когда приходит к врачу, нужно взять все тесты, имею в виду анализ, который уже у него есть, чтобы возможность это сократить стоимость. Но вы принимаете анализы чужих клиник? Да.
Потому что есть Мы- клиники, которые не принимают чужие анализы, говорят только наши. Но, и обязательно. И более того, мы присылаем к другим клиникам сделать анализ. И для пациента тоже хорошо. Пациент лечился у нас, но мы направляем в другую клинику, чтобы сделать анализ. Потом обратно к нам, чтобы показать, что действительно есть изменения. Я понял. А какие, по вашему опыту, были необычные случаи в вашей клинике? Необычный Ну, случай. которые запомнились вам, да. Это как будто бы хочется говорить о раковом заболевании. Но да, это есть такие люди, которые приходили к нам за раковым заболеванием. Ну, то есть это считается необычность в том, что они обратились к вам, то есть не часто обращаются. Не Может, часто. есть какой-то пример, где за какой-то манипуляцией, может, кто-то упал, может, кто-то попал в ДТП, что-то необычное такое, которое не часто встречается. Трудный вопрос. Дай мне подумать в этот момент, что именно может быть. Но бывает много такого. Человек, допустим, приходит к нам, чтобы сделать, называем это, программирование мозга или репрограммирование насчет такая процедура называется, по-русски начинаю мне хочется вспомнить. Доктор Хаммер терапия, терапия Хаммер. Терапия Хаммер – это терапия, которая тебе нужно нести человек в исходное состояние болезни, причина, по которой у него, как регрессия. В принципе, в начале, почему человек болеет такое заболевание. Допустим, у человека рак грудной клетки. Okay? Это рак грудной клетки началось, в принципе, с каким-то состоянием, какое эмоциональное, какое-то состояние, которое у нее будет. Нужно зайти в такой момент, развивать и жить снова вот это состояние, давать объяснение, и потом вот и тогда это само человек возможно вылечиваться. Понял. Назовите 3 проблемы в современной медицине, которые вы видите и хотели бы изменить. Понимаете, у меня такое образование социалистическое. Мне очень трудно менять взгляд здоровья не в социалистическом точке зрения. Мне хотелось, чтобы было здоровье было для всех, как образование. Здоровье и образование, чтобы у всех было право на здоровье, право на образование. В это время очень трудно это найти, но у меня мечта такой. Поэтому в моем месте другие люди, которые приходят, неважно, имеют денег, не имеют денег, какого уровня, как это самое, высокого, низкого уровня. Ну да, неважно, какого Yeah. уровня приходит пациент, Yeah. VIP-клиент или эконом, вы готовы оказать Я всем. все помощь, которая нужна. Поэтому у нас есть на всех стоимость. Хорошо. И бесплатно тоже. Бесплатно вы тоже оказываете? Да. А какие Бесплатно услуги вы бесплатно оказываете? У Чтоб- тех, которые не могут платить, найдут такую процедуру, которая просто войти в озон, ректальный озон. Это кубинский нам научили, как сделать озон виа ректальной, мы делаем ректальный. А те, которые могут платить, делаем внутривенной. Хорошо. Потому что ректальный озон меня просто на машине снимать и присылать. Девушки это делают, могут делать бесплатно. Если человек не может оплатить такую услугу. В заключение, что вы порекомендуете нашим подписчикам на нашем канале?
А любите друг друга. Это самое важное. Любовь, любовь, такой любовь, которую Бог имеет для нас. Мы говорим без просто так любите, не потому что без кондиция. Кондиция qua non. Любовь без причина любви. Просто любите все друг друга, как все есть. Без исключения, просто любите. На высоком глубине души человека просто любите, как людей есть. Потому что любовь – это самое глубокое чувство, которое дает нам сознание и нас приближает к Богу. Любить друг друга – это самое важное, которое может человек иметь. Чем больше человек любит людей просто так, тем они приближаются к Богу. Хорошо. С нами был семейный врач Ренат Дакота из сети клиник Дакота. Да Коста. Вот. Так что потребуется медицинская помощь и услуги, обращайтесь. А если хотите увидеть продолжение, то переходите по ссылке ниже. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего. Не болейте. Извините за мой русский язык. Чем больше говорю, чем яснее становится. Но сейчас не видел кого общаться на русском языке.